Невероятно, но европейский премиальный энергетический рынок, за который бьются между собой США и Россия, неожиданно превратился в остро дефицитный. Цены на газ в ЕС достигли уровня в $540 за 1000 кубометров. Главным плохишом уже назначен «Газпром», который радикально снизил объемы прокачки голубого топлива, оставив европейские подземные хранилища заполненными даже не наполовину, а на треть, накануне начала отопительного сезона. Определенная взаимосвязь, несомненно, прослеживается, но только ли в действиях российской госкорпорации дело? Ситуация, сложившаяся в Европейском Союзе, действительно нетривиальная. Тем удивительнее, что германский канцлер Ангела Меркель не стучит кулаком по столу, требуя от Кремля подать газу. Давайте разбираться. Его Величество «Газпром» складывается стойкое впечатление, что в Москве решили на полную катушку отыграться за все те унижения и препоны, чинимые европейскими партнерами «Газпрому» в его попытке построить альтернативные трубопроводы в обход Украины. Тут можно припомнить и финт Брюсселя с переносом действия норм третьего энергопакета на морские газопроводы, и трехлетнюю волокиту с выдачей разрешения на строительство Северного потока-2, устроенную Данией, и кидок со стороны швейцарского подрядчика, и череду откровенно ангажированных судебных решений, вынесенных в пользу Киева. Но теперь многое изменилось. Во-первых, несмотря на активное противодействие со стороны США, «Газпром» сумел своими силами достроить оставшийся подводный участок трубопровода. Теперь дело стало за юридическими процедурами. Во-вторых, Берлин и Вашингтон достигли между собой соглашения о том, что американские власти не будут препятствовать дальнейшей работе российско-германского газопровода, правда, с определенными неприятными для Москвы условиями. В-третьих, из-за сочетания последствий пандемии, коронавируса и аномальных погодных условий на мировом энергетическом рынке сложились крайне невыгодные для Европы условия. Цены на СПГ в Азии подскочили настолько, что все производители сжиженного природного газа предпочли отправить свои танкеры именно туда. Для ЕС это не было бы проблемой, если бы «Газпром» продолжил играть роль хорошего парня, готового в любой момент подставить плечо. Но он не стал. Вместо этого российская госкорпорация начала усиленно распродавать имеющиеся запасы газа в своих европейских ПХГ, а поставку новых объемов сократил, демонстративно отказавшись от резервирования дополнительных объемов через украинскую ГТС и от бронирования транзитных мощностей трубопровода Ямал-Европа. Усугубила ситуацию авария на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Результат не замедлил сказаться. Германские подземные газохранилища заполнены наполовину, австрийские — вообще на треть. И это когда на носу отопительный сезон, а в порывах прохладного ветра уже чувствуется осень. Цены на газ подскочили до уровня в $540 за 1000 кубов. Чего добивается «Газпром», догадаться нетрудно. Известное немецкое издание Handelsblatt пришло к следующему выводу. Россия намеренно ограничивает поставки газа в Европу. Искусственно создавая дефицит, «Газпром» обеспечивает своему трубопроводному проекту «Северный поток-2» хорошую стартовую позицию. В общем, так оно и есть. Европейцы прекрасно понимают посылаемый из Москвы сигнал, который дает понять, что увеличит прокачку газа только по обоим «Северным потокам», первому и второму. Но есть кое-какие проблемы юридического свойства. Построенный «Северный поток-2» еще необходимо как-то сертифицировать, чтобы он начал работу, а также «Газпром» добивается вывода своей дочерней компании, оператора трубопровода, из-под действия норм третьего энергопакета ЕС. Имеются прогнозы, что решение подобных процедур, даже в случае успеха, может затянуться минимум до февраля 2022 года. Ждать так долго не готовы ни в Москве, ни в Берлине. Особенно в Берлине. Напомним, что в конце сентября 2021 года в Германии пройдут парламентские выборы, после которых канцлер Ангела Меркель должна покинуть свой пост. Для нее, положившей столько лет на продвижение проекта «Северный поток-2», его скорейшее завершение было бы яркой финальной точкой в политической карьере. Возможно, это объясняет то, почему ФРГ, оставшись с полупустыми ПХГ, пока что не пытается оказывать мощного политического давления на Москву с тем, чтобы «Газпром» увеличил прокачку газа. Также не исключено, что после отставки мы сможем увидеть фрау Меркель в совете директоров какой-нибудь российской госкорпорации. Резюмируя, можно заключить,
что «Газпром» пошел ва-банк, оставив Европу без газа. Шансы на то, что ему удастся добиться начала работы «Северного потока-2» в сложившихся условиях, довольно велики. Аномально высокие цены на газ позволят отечественному монополисту быстро отбить свои прошлогодние финансовые потери. Однако следует учитывать, что впоследствии Брюссель может Москве все это припомнить, а Вашингтон будет разыгрывать данную политическую карту, указывая, что «Газпром» не слишком надежный поставщик и использует свои трубопроводы как энергетическое оружие. На подобные риски указывает уважаемое немецкое издание ДВ.